От пациентки. На протяжении 7 лет боли, хруст, щелчки в области и самого плечевого сустава, и в области лопатки, боли в области ключицы, припухлость под ключицей. Усиление боли при длительной ходьбе, при движениях плечом, в лежачем положении, если лежать на больной стороне. Также есть системное заболевание соединительной ткани, сквостемная склеродермия. Каких-то значительных травм, которые могли бы обратить на себя внимание, не было. В течение последнего месяца боли усилились, подвижность ухудшилась, усилилась слабость, невозможно завести руку за спину. Консультативное заключение по представленным томограммам пациентки 41 года, дата исследования 10 января 2025 года. Область исследования – левый плечевой сустав, суставные поверхности неровные, с признаками субхондрального склероза, узора ЦИ. В полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости. Скопление жидкости вдоль длинной головки бицепса. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неравномерно истончен. Периартикулярные ткани несколько отечные. Обращает на себя внимание разрыв суставной губы лопатки в верхней трети. МР признаки субхондрального склероза суставных поверхностей акромиально-ключичного сочленения. Сухожилие надостной мышцы отечно, разволокнено. Определяется компрессия сухожилия надостной мышцы ключично-акромиальным сочленением. Субакромиальное пространство – 10 мм. Сухожилия подосной, подлопаточной и малой круглой мышцы интактны. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Заключение. МР картина разрыва суставной губы лопатки по типу SLEP-3, артроза артрита левого плечевого сустава. Рекомендована консультация травматолога. 18 январь 2025 год. КМН, доцент Котов МА, а заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки артроза сустава и разрыва суставной губы лопатки. Такие разрывы могут быть не только посттравматическими, но и дегенеративными, без какой-либо заметной травмы. Вам нужно обратиться к травматологу для определения дальнейшей тактики лечения.